наши чемпионы. Спасибо вам, родные. Спасибо за ваши грандиозные, фантастические победы. Мы с вами, ребята! Всем нашим соотечественникам сегодня не безразлична та ситуация, которая происходит в мире. И с открытыми сердцами сейчас к нам присоединяются... Народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков. И народный артист России, депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов. Салют, Москва! Здравствуй, Россия, наша великая, Богом хранимая страна! Поздравляем нас всех с праздником воссоединения Крыма и Севастополя с Россией! Все мы прекрасно помним, что земля Крыма и Севастополя обильно полита кровью наших дедов и прадедов, которые спасли мир от страшного врага – фашизма. Но история русского Крыма уходит вглубь веков. Уже в конце 18 века, когда князь Григорий Потемкин присоединил Крым к России и начал строить российский флот, на карте мира еще не было многих стран, в том числе и США. Но уже тогда России завидовали, пытались захватить, расчленить и уничтожить. Почему? А потому что мы другие, потому что у нас всего много. Земли, неба, воздуха, воды, природных богатств. Но наши враги никогда не поняли и сейчас не понимают, да и не поймут никогда, что главная наша ценность – это наша вера и наш великий, могучий, справедливый и добрый народ. Здесь сейчас очень много молодежи. Я говорю вам, молодым, сейчас, именно сейчас, момент тектонических сдвигов в истории России, да вообще в истории всего мира, настал ваш час. Именно сейчас вы можете применить свои силы, свою любовь, свои идеи и сделать Россию еще более сильной, еще более богатой, еще более красивой страной. Вместе мы победим. Я знаю, что придет день, и на главной площади нашей страны пройдет новый парад, где плечом к плечу мы будем вместе, русские, украинцы, белорусы, весь наш многонациональный российский народ. И эта победа будет нашей победой. С Божьей помощью мы победим! Друзья, я хочу прочитать вам строки Федора Тютчева, которые были написаны 155 лет назад. Напрасный труд. Нет, их не вразумишь. Чем либеральней, тем они пошлее. Цивилизация для них фетиш, но недоступна им ее идея. Как перед ней не гнитесь, господа, вам не снискать признание Европы. В ее глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы. Эти строки написаны будто про сегодняшний день. Холопы те, кто пишет пасквили в спину нашей армии. Те, кто пытается быть политкорректным перед Европой и Америкой, погрязшей в ненависти. Мы русские люди, мы любим нашу страну, мы за мир без нацизма, мы за нашу армию, за нашего президента, за нашу Родину, за победу. Мы победим!
написанных сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках камнем лежать, или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильнее на смелые головы сложили в поле, в бою. Мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме, да с твердой рукой в строю, в строю. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответь! Хорошо с тобой, да плохо без тебя. Голову до плеч терпеливые подплеть, подплеть. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Сильные и смелые за Россию! Полина Гагарина, спасибо. Наши герои сегодня — это те, кто защищает нашу родную землю от нацизма. Жители Донбасса, видя русского солдата, говорят: наши пришли. Эти слова дорогого стоят. 23-летний, да, тот Ему самый. было всего 23 года. Владимир Жога. Он был правой рукой легендарного Моторолы, командира батальона «Спарта». А после гибели знаменитого комбата товарищи назначили его своим командиром. Наши ребята прикрывали мирных жителей, которые покидали зону боевых действий. Еще не подошли БТРы, не было огневой поддержки, но ждать, когда на кону человеческие жизни, Владимир не мог. Это было не в его характере. Воха, позывной Владимира в бою. Воха героически погиб 5 марта под Волновахой, спасая людей. Теперь командир отряда — его отец Артем Жога. И сегодня Артем Владимирович с нами.
Здравствуйте всем. 8 лет мы боремся с нацизмом. Простые мирные граждане, шахтеры, строители, учителя, продавцы встали на защиту своих домов. Националистические батальоны разрушали дома, разрушали детские сады, разрушали квартиры. Западный мир своим молчаливым согласием одобрял все эти действия. Сейчас же, когда при содействии российской армии мы наконец-то дали отпор нацистскому режиму, весь западный мир встрепенулся, начал верещать. Сегодня мы, жители Донбасса, имеем только одну мечту – закончить начатое дело, освободить нашу землю от нацистских людей. Вот. И я очень волнуюсь. Вас поддерживают Лужники. Спасибо. И хотел бы вас попросить выразить поддержку российской армии, ребятам, которые сейчас на первых рубежах, на передовой, выразить нашему президенту Владимиру Владимировичу поддержку. Наше дело правое, мы победим. За нами будущее, ради наших детей и будущих поколений. За Россию, за Донбасс, за победу, за президента и за наших друзей. И за вашего сына. Спасибо Да, вам за это. и за моего Володю. Спасибо. Спасибо. Россия! У солдатского долга, солдатской отваги и подвига нет национальности. Плечом к плечу, спина к спине, защищая страну, прикрывая друг друга. Доблестно и честно, независимо от национальности, за Родину. Есть такая профессия — Родину защищать. Вот эти слова из фильма «Офицеры» в сердце каждого русского воина. Военнослужащим российской армии посвящается. На сцене народный артист России Олег Газманов. Ну что, споем? Господа офицеры, по натянутым нервам я аккордами веры эту песню пою. Тем, кто бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив, кто карьеры не делал от солдатских кровей. Я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах? Ваши души хрипят,
Что ж мои братцы наделали, не смогли уберечь их. И теперь они вечно глаза нам глядят. Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах. Позвала их Россия, как бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо. И откуда-то сверху прощайте нас. Так куда ж вы уходите? Может, прямо на небо. И откуда-то сверху прощайте нас. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. За Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Ваше сердце под прицелом. За Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Нас позвала за справедливость, за Россию! Мы вместе! Украина и Крым, Беларусь и Молдова — это моя страна. Уральские горы — это моя страна. Краснодарский край, Сибирь и Поволжье, Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Рюрики, Романовы, Ленин и Сталин — это моя страна. Пушкин, Есенин, Высоцкий, Гагарин — это моя страна. Разоренные церкви и новые храмы, и Красная площадь, и стройка на Бали. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Старты победы — это моя страна.
СССР. Глинка, Толстой, Достоевский, Чайковский, Врубель, Шаляпин, Шагал и Вазовский. Нефть и алмазы, золото, газ, флот, ВДВ, ВВС и спецназ. Водка, икра, Эрмитаж и ракеты. Самые красивые женщины планеты. Шахматы, опера, лучший балет. Скажите, где есть то, чего у нас нет? Даже Европа объединила союз. Вместе наши предки сражались в бою. Вместе выиграна Вторая мировая война. Вместе мы самая большая страна. Душат границы, без визы нельзя. Как вам без нас? Отзовитесь, друзья. Я рожден. Я рожден. О, я рожден в Советском Союзе. Сделан я в СССР. О, я рожден в Советском Союзе. Сделан я в СССР. Спасибо! Спасибо! Россия! Олег Газманов, спасибо! Герои прошлого, герои наших дней, пример служения народу и отчизне. И мы гордимся Родиной своей, историей и всею вашей жизнью. Друзья, вам посвящает свое выступление народный артист нашей большой страны Николай Расторгуев и группа «Любэ». Затянуто, нервы гитарной струною натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. И снова в атаку себя мы бросаем. Давай зажги, давай, брат, до конца. Кто с нами был тогда, давай за жизнь, будь проклята война, помянем тех, кто с нами был тогда. Небо над нами свинцовыми тучами стелется низко туманами рваными. Хочется верить, что все же кончилось, только бы выжил товарищ мой раненый. Ты потерпи, браток, не умирай пока. Будешь ты жить еще долго и счастливо. Будем на свадьбе твоим отплясывать. Будешь ты в небо детишек подбрасывать. Давай за жизнь, держись, брат, до конца. Давай за тех, кто дома ждет тебя. Давай за жизнь, будь проклята война. Давай за тех, кто дома ждет тебя. Давай за них, давай за нас. И за Сибирь, и за Кавказ. За свет далеких городов. И за друзей, и за любовь. Давай за вас, давай за нас. И за десант, и за спецназ. За боевые ордена. Давай поднимем старина. В старом альбоме нашел фотографии деда. Он был командир Красной Армии. Сыну на память. Берлин 45-го века ушедшего воспоминания. Запах травы на рассвете.
скошенной, стоны земли от бомбежек распаханной, пара солдатских ботинок истоптанных войнами новыми, войнами старыми. Давай сожги, давай затей, давай зажги, давай помянем тех, кто с нами был. За нами Россия, за нами Москва, за президента, за мир без нацизма. А на войне, как на войне, патроны, водка, махорка в цене. А на войне нелегкий труд, а сам стреляй, а то убьют. А на войне, как на войне, подруга, вспомни обо мне. А на войне не ровен час, а может мы, а может нас. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят, так бьет ее комбат, комбат, батяня, батяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон, комбат ее командует он. Огонь батарея, огонь батальон, огонь батарея, огонь батальон, огонь батарея, огонь батальон, огонь батарея, огонь, 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 агония. А на войне, как на войне, солдаты видят мамку во сне. А на войне, да то оно, а все серьезней, чем в кино. Да война, 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 дурная тетка стервана. Эх, война, война идет, а пацана девчонка ждет. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят, так бьет ее комбат, комбат, батяня, батяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон, комбат ее командует он. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят, так бьет ее комбат, комбат, батяня, батяня, комбат. За нами Россия.
Мы огромная страна, которая сильна своим единством. Мы непобедимы. И тот народ, который верит своему президенту, его не сломить. За Россию! За победу! За президента! Встречайте! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой, на своей земле. Это первые строчки основного закона России, Конституции. И каждое слово наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение. На своей земле, объединенные общей судьбой. Так наверняка думали, и этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле и хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией. Они имели на это полное право и достигли своей цели. Поздравим прежде всего их с праздником. Это их праздник. Поздравляем! За это время Россия немало сделала для того, чтобы поднять Крым и Севастополь. Нужно было сделать вещи, которые не видны сразу невооруженным взглядом. Они носят фундаментальный характер. Газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов. Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, и которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу. Но дело не только в этом. Дело в том, что мы знаем, что надо делать дальше, как надо делать дальше, за счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы. Но дело не только в этих решениях. Дело в том, что крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистам и крайним националистам. Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, лучшее тому подтверждение. Люди, которые проживали и проживают на Донбассе, также не согласились с этим государственным переворотом. Против них тут же были организованы карательные военные операции. И не одна. Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиации. Вот это все и есть то, что называется геноцид. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине. Именно в этом цель. И здесь, вы знаете, мне приходят в голову слова из Священного Писания. Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих. И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции.
Эти слова из священного писания христианства, из того, что дорого тем, кто исповедует эту религию. Но все заключается в том, что это универсальная ценность для всех народов и представителей всех конфессий России. И именно для нашего народа, в первую очередь для нашего народа. И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции. Плечо к плечом. Помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было. Так получилось, что начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военно-. Устала, я люблю тебе жизнь и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская. Мне известно давно бескорыстная дружба мужская. Звони каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое. Как поют соловьи, полумрак поцелуй на рассвете, и вершина любви — это
это чудо великое, дети, вновь мы с ними пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят! Мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли, тебя защищая. Так ликуй и вершись в трудных звуках весеннего гимна. Я люблю тебе жизнь и надеюсь, что это взаимно. Окликуй и вершись в трудных звуках весеннего гимна. Я люблю тебе жизнь и надеюсь, что это взаимно. Василий Гирелло, Лужники, Москва! За жизнь, за нашу Родину! Ура! Россия! 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 Все вместе! Россия! Россия! Молодцы, друзья! Какие же вы молодцы! Мы отрицаем национализм, который граничит с нацизмом, как идеологию. Мы против любого стравливания народов. В нашей стране проживают почти 200 национальностей, и все они, конечно, имеют равные права. Главное для нас, что мы граждане одной страны, мы россияне. И сейчас сюда выйдет настоящая интербригада, российская интернациональная бригада. Дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России, официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Главный редактор телеканала «Арти», Международного информационного агентства России сегодня, информационного агентства «Спутник» Маргарита Симоньян. Российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель Тина Канделаки. Меня часто спрашивают, скажите, а что же это за ценности такие, которые отстаивает ваша страна, ваша Россия? Страна и народ, который...
вернулся в Россию Крым. Крым вернулся домой. И мы говорили о том, что началась русская весна. Год назад в Донецке я и мои коллеги уже говорили о том, что весна не может длиться вечно. Когда-то должно наступить лето. И тогда же там я сказала: «Россия, матушка, забери Донбасс домой». Теперь за одну эту фразу европейская свободолюбивая Украина возбудила против меня уголовное дело, Свободная Европа ввела все санкции. Моим детям маленьким, всем родным, близким звонят, угрожают каждые 5 минут, грозят расправой за право говорить вот эту правду. И именно поэтому я хочу повторить: Россия, матушка, забери Донбасс домой. Россия, матушка, защити своих детей. Россия, матушка, накажи всех тех, кто разорвал на куски горловскую Мадонну с ее 10-месячной дочерью, кто бомбил кассетными бомбами детский пляж в Зугрессе, кто прямо сейчас бомбит Донецк, Мелитополь, Мариуполь, кто глумился и потешался над горящими людьми в Одессе. За наших ребят, которые сейчас сражаются с этой нечистью, за сбережение жизней мирных людей, за нашу Россию. За нас, ребята. Здравствуйте, говорю я всем жителям нашей необъятной страны. Я Тина Канделаки. Я родилась в Грузии. Наверное, я одна из немногих, кто в 95-м году осознанно выбрал Россию. Моя родина с 95-го года Россия. Моя родина по-прежнему Грузия. И вы знаете, нас, людей, говорящих на разных языках, живущих в России, всегда объединяло то, что Россия нас принимала, любила, давала возможность добиваться всех целей, поставленных в собственной жизни, и никогда не запрещала, не выжимала, не выдавливала нашу культуру из себя. Знаете, когда ты приезжаешь за границу, ты видишь, как иностранцы очень интересно реагируют на нас. Будь то грузин, армянин, башкир, татарин, чеченец. Если ты говоришь на русском, то они тебя воспринимают как русского. Они говорят: ты русский. И мы говорим: да, мы с гордостью носим это звание русского человека, несмотря на все сложности и трудности, через которые нам сейчас приходится проходить. Сейчас происходит самый большой эксперимент в истории человечества. Такого еще никогда не было, когда целую нацию пытаются стереть как аккаунт в соцсетях. Такого никогда не было. И это делается по одной простой причине, если ты говоришь по-русски. Нас попытались лишить флага и гимна, наших спортсменов. Совсем недавно наших паралимпийцев выкинули с Паралимпиады. И все это почему? Только по одной простой причине, потому что мы говорим на русском. Так в этой логике, наверное, надо запретить Сикорского, Малевича. Наверное, в этой логике нужно запретить Королева. В этой логике нужно запретить Рокоссовского. Всех людей, которые, несмотря на свою национальность, украинец, поляк, русский, выросли и добились всего в нашей стране, в России. Они над нами пытались смеяться, а мы молча делали свое дело. Это мы открыли Антарктиду. Это мы изобрели лекарства от сибирской язвы и коронавируса. Это мы открыли гиперзвуковые технологии. Это наш балет, театр, искусство, спорт высоких достижений по-прежнему являются лучшими в мире. И знаете, что я вам скажу? Нас не стереть как аккаунт в соцсетях. Потому что мы нация, которую невозможно сломить. И даже если они попытаются поставить нас на колени, у них никогда ничего не получится, потому что Россия не встанет на колени никогда. Спасибо! Спасибо большое, дамы!
как по классике, 3 девицы под окном. Боже мой, спасибо! Спасибо большое, наши красавицы. Тина, до встречи на Матч ТВ. Нас не сломить! И сегодня наша страна подобна птице Феникс. Каждый раз возрождается заново и заново из опаляющего ее пламени, проходя через новые и новые испытания, но становится только сильнее. Да, друзья, на сцене Наталья Подольская с песней «Феникс». Мы не боимся этой пустоты, легко и просто перешли на «ты». Ну почему, скажи, у той черты мы не успели? Колюсь шипами твоих
за Россию, за победу, за президента. Встречайте! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой, на своей земле. Это первые строчки основного закона России, Конституции. И каждое слово наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение. На своей земле, объединенные общей судьбой. Так наверняка думали, и этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле и хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией. Они имели на это полное право и достигли своей цели. Поздравим прежде всего их с праздником. Это их праздник. Поздравляем! За это время Россия немало сделала для того, чтобы поднять Крым и Севастополь. Нужно было сделать вещи, которые не видны сразу невооруженным взглядом. Они носят фундаментальный характер. Газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов. Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, и которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу. Но дело не только в этом. Дело в том, что мы знаем, что надо делать дальше, как надо делать дальше, за счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы. Но дело не только в этих решениях. Дело в том, что крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистам и крайним националистам. Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, лучшее тому подтверждение. Люди, которые проживали и проживают на Донбассе, также не согласились с этим государственным переворотом. Против них тут же были организованы карательные военные операции. И не одна. Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиации. Вот это все и есть то, что называется геноцид. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине. Именно в этом цель. И здесь, вы знаете, мне приходят в голову слова из Священного Писания. Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих. И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции.
эти слова из священного писания христианства, из того, что дорого тем, кто исповедует эту религию. Но все заключается в том, что это универсальная ценность для всех народов и представителей всех конфессий России. И именно для нашего народа, в первую очередь для нашего народа. И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции. Плечо к плечу. Помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было. Так получилось, что начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников, причисленных к лику святых, Федора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал, что грозы сии пойдут во славу России. Так было тогда, так сегодня и так будет всегда. Спасибо! За Россию! За победу! За президента! Встречайте! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой, на своей земле. Это первые строчки основного закона России, Конституции. И каждое слово наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение. На своей земле, объединенные общей судьбой. Так наверняка думали. И этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией. Они имели на это полное право и достигли своей цели. Поздравим прежде всего их с праздником. Это их праздник. Поздравляем! За это время Россия немало сделала для того, чтобы поднять Крым и Севастополь.